Приветствую всех на канале «Все получается вкусно» и с вами Галина. Сегодня готовлю самые вкусные наши, самые любимые баклажаны. У меня уже есть рецепт на канале, но этот рецепт немножко по-другому. Такие баклажаны готовлю уже лет 20, потому что моя семья их просто обожает. Баклажаны нарезала на такие вот тоненькие пластины, примерно по 0,5 сантиметров. И теперь я баклажаны присаливаю, перемешиваю и оставляю на 20 минут, чтобы выделился сок и вышла горечь. Прошло 20 минут, посмотрите, сколько сока, но еще на них, на самих, много сока. Я буду брать их в руки частями и хорошо отжимать. Баклажаны хорошо отжала, и они готовы к жарке. Я подготовила яйца и чеснок. Яиц я набила 8 штук, потому что они у меня очень маленькие. Не берите много сразу, лучше потом еще подобьете, если не хватит. Яйца немного присаливая, буквально пол чайной ложки. И теперь берем вилку и перемешиваем в желтки с белками. Не взбиваем, а только смешать желток с белком. Буквально чуть-чуть, чтобы яйца не стали жидкими. Это очень важно, потому что жарить мы будем без муки. На сковородку налила масло, и когда оно хорошо разогрелось, смотрите, я теперь в яйца положила несколько штучек, вот так хорошо окунаю их и выкладываю на сковородку. И кладу их прям рядышком, близко друг к другу, чтобы они склеились, потому что переворачивать мы их будем одним блином. Сверху вот так чуть-чуть сбрызгиваю, чтобы они хорошо склеились. И жарю до светло-коричневого цвета. Приподнимаю край и смотрю. Если готово, значит беру и переворачиваю. Вот таким образом, целым блином. Жарю на большом огне выше среднего. И когда поджарится вторая сторона, перекладываю на тарелку с бумажным полотенцем. Готовые баклажаны посыпаю чесноком каждый слой и складываю друг на друга. Все баклажаны пережарила, теперь посыпаю зеленью и подаю к столу. И теперь каждый баклажан скручиваем, и можно кушать или просто с хлебом, или макаем наш любимый соус. Это сметана с чесноком и зеленью. Вкуснятина необыкновенная, просто не передать. А какие они вкусные на завтра будут, если они доживут до завтра. Я их люблю на следующий день, когда они охладятся в холодильнике, настоятся, они становятся еще вкуснее. Такие баклажаны без муки получаются менее калорийные и более вкусными, потому что здесь поджариваются и баклажаны, и яйца. А если готовить с мукой, то получается как кляр, и баклажаны внутри просто протушиваются. И я вас уверяю, не такие вкусные, как эти. Но если понравился мой рецепт, заходите в гости на следующие вкусные рецепты. Всего вам доброго, удачи на кухне, до новых вкусных встреч. Пока-пока!